Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. На живописном острове Рождества, затерянном среди лазурных вод Индийского океана, разразилась нешуточная битва. Это место, славящееся своей уникальной природой и величественными красными крабами, стало полем сражений между человеком и подобием бесконечного муравьиного апокалипсиса. С начала 1990-х годов миллионы ярко-желтых сумасшедших муравьев начали уничтожать красных крабов, нанося непоправимый урон экосистеме. Запах гниющей рыбы стремительно окутал леса, предвещая бедственное положение, которое нарастало из года в год. Проблемы начали с появления желтых муравьев, занявших свои колонии в лесах и вызывающих смертоносные атаки на красных крабов. Эти муравьи, создающие огромные подземные города размером с кварталы мегаполисов, заполнили остров, и их хитрые ловушки становились все более смертоносными. Каждый год, когда красные крабы мигрировали из тропических лесов к морю на размножение, они попадали в смертельную ловушку. Имелось порядка 40 миллионов красных крабов, и каждый из них был в риске. Широкие сети опасностей, плетущиеся под землей, вызывали страдания и смерть, когда крабы переходили границы муравейников. За короткий период было уничтожено более 15 миллионов этих неповторимых созданий, и ученые начали бить тревогу. Если их не остановить, экосистема острова могла полностью разрушиться. Исторически борьба с муравьями осуществлялась с помощью отравленных приманок. Применялись яды, даже с воздуха сбрасывались ловушки, однако это оказалось временным и ненадежным решением. Каждый год требовались новые попытки, новые методы, и безуспешные усилия привели к мысли о необходимости нового плана, способного эффективно бороться с натиском муравьев. Ученые обратили внимание на желтых лаковых червецов, существ, которые обеспечивали муравьев едой. Если бы удавалось снизить их численность, можно было бы существенно сократить и активность муравьев. Потребовалась новая стратегия – привести на остров естественного врага червецов – крошечную осу Токардию эфагус мирвилей. Эта оса, откладывая яйца в червецов, показала свою эффективность в уничтожении этих вредителей. 300 ос было привезено из Малайзии для разведения и выпуска на острове. По мере того, как их численность возросла, началась активная борьба с червецами и, как следствие, с их защитниками – муравьями. Параллельно биологические исследования проводились с помощью строгих правил Министерства сельского хозяйства Австралии, что помогло тщательно проанализировать, как будут реагировать осы в новой среде. По истечении 3 лет около 18 тысяч ос были выпущены в 3 разных местах, где муравьи обитали, но всякое исследование требует времени и терпения. Все эксперименты проводились с осторожностью, чтобы избежать ошибок, которые могли бы привести к еще большей катастрофе. Первые результаты показали, что численность желтых сумасшедших муравьев на острове Рождества сокращается, и оптимизм начал вновь прорастать среди местных ученых. Красные крабы наконец получили шанс вырыть брачные норы и подготовиться к массовой миграции, событию, которое стало ключевым для их размножения. Численность крабов увеличилась с 40-50 миллионов до 100 миллионов, создавая надежду на восстановление экосистемы. Тем не менее, угроза со стороны муравьев оставалась острой. Их распространение угрожало множеству уникальных видов растений и животных, как местных, так и находящихся под угрозой исчезновения. Каждый день становился борьбой за время, ведь популяции видов могли изменяться с каждым новым поколением вредителей. Опыт с биологическим контролем был далеким от идеала. В прошлом попытки внедрения новых видов для контроля популяций, такие как тростниковые жабы в Австралии, обернулись настоящими катастрофами для местной фауны. Эти уроки стали предостережением для всех, кто был вовлечен в проект с осами.
Тщательная проверка и исследования имели решающее значение для того, чтобы избежать ошибок, которые могли бы погубить уникальное разнообразие жизни на острове. Ученые работали над тем, чтобы убедиться в безопасности ввода нового вида в эту хрупкую экосистему. Каждая оса, каждая инфекция возрастало значение исследования, и необходимость изучения возможного влияния на экологию становилась в разы важнее. На всех этапах проекта осуществлялся строгий контроль, и ученые продолжали извлекать уроки из каждой попытки. Постепенно приходило осознание, что для обеспечения безопасности экосистемы нужно действовать комплексно и обдуманно, а не доверять только удаче. Несмотря на улучшение ситуации с красными крабами, экосистема острова оставалась уязвимой. Наличие муравьёв и их популярность среди местных сообществ вызывало выполнение другой задачи, требовавшей решения. Крабы играли жизненно важную роль в поддержании здоровья экосистемы, очищая лесные подстилки и способствуя биологическому разнообразию. Сосуществование с желтыми муравьями продолжало угрожать продлению этой уникальной среды обитания. Исследования показали, что неуклонное присутствие муравьёв в регионе нарушает баланс леса и способствует распространению инвазивных видов. Некоторые местные растения начали проявлять удивительное поведение, ухудшая условия для существующих видов. Изменение климата добавляло масло в огонь. Повышение температуры влияло на миграцию красных крабов. Они должны были изменить места, где размножались. Условия, в которых они поднимались к морю на размножение, изменялись из-за увеличения численности вредителей и изменений внешней среды. Спустя много лет борьбы из-за муравьёв и борьбы за выживание красных крабов, остров Рождества выбрался на путь восстановления. Результаты подтверждали, что если действовать осознанно и настойчиво, даже самые угрожаемые виды могут быть спасены. Ученые начали совместно работать с местными жителями, которые понимали всю важность сохранения природы своей земли. Однако, несмотря на все усилия, осталась еще доля неуверенности. Угрозы со стороны различных факторов внешней среды ставили под сомнение оптимистичные прогнозы. Специалисты в области экологии начали активные исследования для создания устойчивой экосистемы, в которой красные крабы могли бы безопасно существовать. Обсуждались вопросы о необходимости восстановления популяции и внедренческих механизмов контроля. Важно было не только выжить, но и адаптироваться, найти новые пути, чтобы минимизировать влияние со стороны инвазивных видов. Параллельно применялись идеи из смежных экосистем, чтобы создать механизмы, устойчивые к изменениям экологии. Это требовало от местного сообщества максимальной сплоченности и взаимодействия. На горизонте маячит новая проблема, связанная с сажистым грибком, вызванным червецами, который ухудшает состав почвы и структуру лесов. Исследование показывало, что влажность леса начинает меняться, а это, в свою очередь, наводило на мысль о том, как бороться с новой угрозой. Еще одна угроза кроется в возможности использования африканской микроосы для биологического контроля. Ученые полагались на изучение и опыты, проводимые долгое время назад, и очень были насторожены. Такие процессы могли привести к непредсказуемым последствиям, и нужно было принимать продуманные решения. Сложность работы с экосистемой все более возрастала, и поиски золотой середины становились крайне важными. История острова Рождества показывает, как борьба с одним из самых разрушительных видов может привести к восстановлению равновесия в природе, как, несмотря на трудности, человек способен изменить судьбу экосистемы к лучшему. Как и везде, на первых порах были успехи и ошибки, но главное – это стремление к восстановлению и заботе о нашем общем доме на этой планете. Этот остров стал символом надежды и стойкости, показывая, что даже в условиях угроз, как со стороны человека производимых проблем, так и со стороны дикой природы, возможны успехи. Каждый новый день открывал новые возможности и риски, а на острове, забитом муравьями, создавался новый мир,
Мир, в котором красные крабы могли сосуществовать и процветать. Основываясь на многолетних исследованиях и проектах, ученые продолжали развивать свои идеи, сотрудничая с экологами, местными общинами и правительством, чтобы построить устойчивое будущее для острова Рождества и его уникальной природной среды. Этой истории все мы можем учиться, ведь на планете, полной изменений, только усердие и забота могут спасти ее хрупкую красоту.